Hello everyone! Today we're having a little bit unusual video because I'm not alone here. Here is beautiful Anastasia Semyina, Hello! amazing and professional teacher of the Russian language as the foreign language. She teaches it in school, right? Yeah. I also do individual lessons and I teach on Skype, but I also have a YouTube channel. Yes, and check out the description box below this video to see the link to Anastasia's channel. She has amazing videos. And also, we are at her place now, and she has amazing collection of Russian language textbooks. And she's ready to share her opinion about these books. But we are going to speak in Russian. So right now you should go to the settings and turn on English subtitles if you don't understand us. So now... Окей, хорошо. Итак, сначала я хочу рассказать вам об учебнике, который называется .ru. Это новый учебник, и мне он нравится тем, что он очень красочный. Посмотрите, здесь много цветных картинок, иллюстраций. Также мне нравится в этом учебнике, что здесь очень четкая структура. Когда студент открывает урок, например, урок 2.3, он знает, какую грамматику он изучает. Например, в этом уроке он изучает глаголы, которые используются с винительным падежом. Verb plus the accusative case of nouns. Также лексика используется из темы хобби. И так в каждом уроке и преподаватель, и студент знает, что он изучает. К этому учебнику есть рабочая тетрадь, которая содержит очень много, достаточно заданий на каждую тему из учебника. То есть урок в учебнике и урок в рабочей тетради, они... По-другому скажу. Каждый урок в рабочей тетради соответствует уроку в учебнике. И то есть студент, когда он изучил конкретную тему, он может в достаточной мере закрепить полученные знания. Где купить такой учебник иностранцам, например? Иностранцы могут купить этот учебник на сайте, я вот здесь его напишем. Авторы этого учебника живут в Швейцарии, но, насколько я знаю, они могут отправлять учебники из Москвы, ну и из Швейцарии по Европе это, конечно, будет быстрее и удобнее. И дешевле. И дешевле, да. Следующий учебник, о котором я хочу рассказать, он уже выглядит не очень хорошо, потому что я его очень много использовала, и много студентов использовали его, да, со мной. Мы занимаемся с теми, кто только-только начинает. Тоже, кстати, про учебник. Да. Учебники .ru это тоже для уровня А1, совсем для тех, кто только-только начинает, с алфавита, с самого начала. То есть те, кто изучает язык сначала. С нуля. Учебник «Русский сувенир», он тоже учебник для тех, кто изучает с нуля, то есть совсем начинающие. И если сравнивать эти два учебника, то в этом учебнике темп, он более медленный. Темп медленнее, но это не значит, что там недостаточно материала. Просто это идет комфортнее для тех, кто хочет изучать какими-то такими маленькими порциями. Сейчас я покажу, как учебник выглядит. Покажи себя. Это в следующем, это 2. Например, вот тема здоровья. Точно так же понятно сразу, какие новые слова студент изучает, есть рубрика «Новые слова», какие-то грамматические конструкции и очень какие-то и полезные фразы, конструкции для разговора, например, «Как показать, что вам больно?» или «Как вызвать такси?» или «Как позвонить в ресторан и заказать столик?» То есть важные вот для начального уровня какие-то конструкции для того, чтобы выжить в русскоязычной стране. Как и .ru, «Русский сувенир» тоже очень красочный, очень много иллюстраций, приятный на ощупь, просто как журнал. Потрогай. Да, качество отличное. К этому учебнику тоже есть рабочая тетрадь, и к обоим учебникам есть очень хорошие аудиоматериалы.
Еще, Третий. да, что я использую? Старенький учебник «Жили-были», он черно-белый, не такой, да, как современные учебники, но мне нравится то, что в самом начале студенты учатся читать, и это даже могут делать студенты без преподавателя. Без латинских. Нет, ничего Ну, нету отлично. абсолютно ни по-английски ни слова, сразу с самого начала идут буквы, гласные, согласные, слоги и какие-то короткие слова. Конечно же, простые: мама, папа, мы и так далее. И аудиоматериалы к этим, вот особенно к начальным заданиям, идут все, поэтому студент может даже заниматься сам и просто повторять, слушать, повторять, слушать, повторять. В этом учебнике структура уже на более трудных уровнях, ну, на более трудных уроках не так сильно проработана, не так сильно продумана, как мне кажется. Поэтому сейчас я уже предпочитаю, например, эти учебники. Но для начальных самых уроков мне очень нравится, как здесь учат студентов читать. К этому учебнику тоже есть рабочая тетрадь, ну и аудиоматериалы. На начальном уровне я люблю использовать книгу «Шкатулочка». В этой книге эта книга — это сборник рассказов. Здесь есть рассказы, которые короткие и на легком русском языке. Если мы откроем, например, рассказ, возьмем «Кто они по профессии?», такие маленькие тексты. И здесь часто даются какие-то слова, незнакомые с переводом на английский язык. После каждого текста есть задание, где можно проверить себя и закрепить новый материал. И что мне нравится, что эти тексты разделены, ну, сначала по уровню, а также по падежам. То есть первый текстов 8-10 это именительный падеж, потом предложный падеж, винительный падеж и так далее. Ну и чем дальше, тем тексты длиннее и сложнее. So these were the books for the beginners. It's approximately levels 1, A1, A2. And in the next video we'll talk about Something more difficult. yeah, something like B1. Yeah, so don't miss the part 2 of this video. Bye bye for now. Bye.